Я приветствую всех на моем канале, и сегодня я вам предлагаю связать вот такие простые слитки спицами. Очень просто связанные, справится каждый начинающий. Они вяжутся без прибавок, просто прямой гладью. Для размера 37 мне понадобилось 50 грамм носочной пряжи. Для этих слитков я использую носочную пряжу длиной 150 грамм, 375 метров. Сколько набирать петель, на какой размер, я вам покажу позже таблицу. Я все рассчитала. Я рассчитывала на ногу более узкую. Если у кого-то более широкая нога, то нужно провязать больше рядов. То есть вот эта вот высота, это провязанные ряды, и можно провязать побольше рядов в высоту. Вот здесь мои расчеты. Я рассчитала, сколько нужно набрать петель, на какой размер. На 37 46, на 38 47 петель и так далее, до размера 44 56 петель. И также сколько рядов нужно провязать в высоту. Для размера 37 76 рядов, для размера 38 78 и так далее, до размера 44 90 рядов. И вот здесь еще раз пробный кусочек 10 на 10 сантиметров, 21 петля и 39 рядов. Для вязания я использую спицы номер 3. И для размера 37 я набираю 46 петель. Петли можете набирать так, как вы привыкли или как вас научили, то есть тем образом, которым вы обычно набираете петли. И вот так я набираю 46 петель на спице. И начинаем теперь вязание. Первую кромочную я снимаю. И теперь мы вяжем резинку. Первую петлю я провязываю лицевой, 2 изнаночные петли, 2 петли лицевой, провязываем 2 петли изнаночной, 2 лицевые петли, 2 изнаночные и так далее. И так продолжаем до конца ряда. Вначале я провязала 1 лицевую и потом по 2 лицевые, 2 изнаночные. В конце ряда я провязала 2 изнаночные, теперь вяжу 1 лицевую и последнюю петлю я провязываю всегда лицевой, можно ее провязывать и изнаночной, вяжите так, как вы привыкли. Вот теперь поворачиваю работу. И вяжем все по рисунку. То есть первую петлю я снимаю, кромочную. При этом я ложу нить перед работой, так как последняя петля у меня была лицевая. Кромочную я сняла, и теперь провязываем все по рисунку. Первая петля у меня изнаночная, потом 2 лицевых, 2 изнаночных, 2 петли провязываю лицевой и 2 изнаночной. Итак, вяжем по рисунку
продолжаем вязать резинку таким образом. И вяжем до конца ряда. Вот здесь у нас получается резинка. Я в общем провязала 10 рядов резинкой. И вяжем до конца ряда. В конце ряда я также провязываю одну изнаночную, одну кромочную. Вот я провязала резинку 10 рядов. И теперь мы продолжаем вязание. Кромочную я снимаю. И теперь провязываем все петли лицевыми. Лицевые петли провязываем лицевые, и также изнаночные петли я тоже провязываю лицевыми петлями. И дальше продолжаем вязание платочной вязкой. То есть все петли полностью провязываем лицевой, в конце также последнюю петлю провязываю лицевой. Ну, это следующий ряд. Все то же самое. Я кромочную снимаю и провязываю все петли лицевыми петлями. И таким образом я провязала 56 рядов платочной гладью. То есть мы продолжаем вязание платочной гладью без прибавок, убавок, пока мы не провяжем полностью вот эту вот часть до следующей стороны. И здесь с этой стороны мы вяжем опять потом резиночку. Вот так выглядит вязание. То есть я провязала 56 рядов платочной вязкой. И здесь сверху я вяжу так же, как и внизу, резинку 10 рядов. То есть я также начала вязание. Одну петлю, первую петлю я снимаю, вторую петлю я провязала лицевой. Все остальное вяжу так же, как и внизу. 2 лицевые, 2 изнаночные. В конце ряда я провязала одну лицевую и одну кромочную. И нам теперь остается с вами закрыть петли. Вот, петли я закрываю следующим образом. Первую петлю снимаю, все остальные петли вяжу по рисунку. То есть первая у меня изнаночная, я ее провязываю и перекидываю заднюю петлю через переднюю. И таким образом я закрываю верхний край, следующая лицевая, и заднюю перекидываю через переднюю, следующую провязываю лицевой и также опять перекидываю петлю заднюю и так далее. Следующая изнаночная, перекидываю опять. Вы можете закрыть каким-нибудь любым другим способом, который вам, быть может, больше нравится или которым вы привыкли закрывать петли. Я закончила полностью весь следок. Теперь я посмотрю размер, какой получился. Вот вот ширина у меня получается или высота где-то 21,5 сантиметров. И длина, нет, наоборот, это была длина, а это вот у нас высота получается. Высота где-то 19,5 сантиметров. Вот. И теперь нам нужно следок сшить. То есть я вот так прикладываю 2 стороны резинкой кверху, я складываю. И теперь нам нужно прошить заднюю сторону, прошить вот этот шов. Мы разделяем вот эту вот сторону на 2 части, и посередине я ставлю маркеры.
Вот примерно середины с этой стороны и середину также с другой стороны. И вот эту среднюю часть мы стягивать будем. Для этого я беру иголку с ниткой. И этот маркер я могу убрать. И теперь надеваю вот эти вот петельки на иголку. Можно сверху, можно и снизу. Захватывать нить. Вот у нас вот здесь арочки. Сюда завожу я иглу в каждую арочку. Я захватываю арочки, которые смотрят ко мне. Вот так в каждую арочку завожу иглу и захватываю их до следующего маркера. Всю эту среднюю часть. Маркер можно убрать, и теперь я протягиваю через все эти петли нить и затягиваю и завязываю узелок. Вот так у нас выглядит лицевая сторона, и вот здесь вот так выглядит изнаночная сторона. И теперь мы сшиваем слитки. Можно сшивать как с изнаночной, так и с лицевой стороны. Я сшиваю с лицевой, то есть изнаночная сторона у меня внутри находится. Вот здесь у меня еще нить, я продела ее в иглу. И теперь мы будем сшивать. Вот я беру, сначала соединяю одну сторону с другой. То есть я продеваю иглу сначала с другой стороны, чтобы соединить обе стороны. И теперь мы делаем следующим образом. У нас вот здесь сверху, покажу вот здесь на светлой стороне, вот эти две перемычки. Сюда я не завожу нить, иглу, а завожу иглу здесь вот внизу. Под этими перемычками есть другие. Вот здесь видите, сейчас покажу. Вот это вот, вот здесь вот эта вот перемычка. Вот сюда я буду заводить иглу. То есть под вот этими двумя снизу можно вот здесь заводить. Ну вот, я завожу здесь вот снизу вот в эту вот перемычку иглу, протягиваю нить с одной стороны. И то же самое я делаю с другой стороны. И таким вот образом я сшиваю обе стороны. С другой стороны мы делаем то же самое. В середине я ставлю маркеры, среднюю часть я стягиваю, верхнюю часть я также прошиваю.
Как вот здесь, сейчас я покажу. Вот, прошиваю до верха и потом прошиваю влево верхнюю часть. Вот здесь вот это вот уголок слишком угловато не прошивайте, а прошивайте немножко округленным образом, чтобы он не был слишком острым. И вот здесь вот где-то примерно у меня вот 3 полоски лицевых петель вот здесь я прошила. Можно померить, посмотреть по ноге, какой вам нужен вырез для ноги. У меня вот здесь вот 3 полоски получилось. И все остальные изнаночные петли. Это примерно я где-то сантиметров 6 зашила сверху. Верхнюю часть можно также зашить с внутренней стороны. Вот я разворачиваю все на лицевую сторону. Вот так у нас выглядит тапочек или следок. Таким вот образом. И что еще нам осталось сделать, это убрать все оставшиеся ниточки, которые у нас висят. Покажу вам, как я это делаю. Вот я возьму один кусочек. Пряжу можно обычно разделять на 2 части. На 2 одинаковые части я разделяю. Беру крючок, крючком где-нибудь прохожу вот таким образом и протягиваю одну часть от ниточки, завязываю узелок. И теперь еще раз беру крючок, вот пару раз вот здесь завожу крючок. Вот таким образом и полностью всю нить увожу чуть пониже. Еще можно пару раз чуть пониже провести нить. Таким образом. И теперь можно отрезать, можно еще раз протянуть и завязать еще один узелок и потом отрезать. И теперь я отрезаю нить. И вот таким образом мы обрабатываем все остальные ниточки, которые у нас остаются. Вот, ну, в общем-то и все. Мы с вами закончили вязание этого следка. Я вам желаю приятного просмотра и до следующей встречи.